Сегодня это не просто разговор о витаминах. Это инструкция, которую должен знать каждый мужчина и каждая женщина после 50 лет. Я расскажу не о том, как кто-то лечился, а как нужно действовать, чтобы организм действительно усваивал витамины, а не выводил их в унитаз. Потому что после 50 обмен веществ меняется, желудочная кислота снижается, ферменты работают иначе. И если вы принимаете добавки как все, скорее всего, вы делаете это неправильно. В середине видео я открою главный секрет сочетаний, которые увеличивают усвоение в разы. Не пропустите. И если тема важна для вас, поддержите канал лайком уже сейчас. После 50 лет первое, что необходимо контролировать, витамин D3. Это не просто солнечный витамин, это гормоноподобное вещество, влияющее на кости, иммунитет, давление и даже настроение. Принимать его нужно утром во время еды, содержащей жиры. Оптимальная профилактическая дозировка 1000 в 1000 МЕ в сутки, но лучше ориентироваться на анализ крови. И главное правило – витамин D всегда сочетать с витамином К2 100-200 микрограммов, чтобы кальций шел в кости, а не в сосуды. Народное дополнение – 1 чайная ложка льняного или оливкового масла холодного отжима вместе с приемом. Это усиливает всасывание. Принимать курсом 3 месяца, затем контроль анализа. Второй ключевой элемент – витамин В12. После 50 его усвоение падает из-за снижения кислотности желудка. Именно поэтому таблетки часто бесполезны. Лучший способ – сублингвальная форма, под язык. 500-1000 микрограмм 2-3 раза в неделю. Принимать утром натощак, рассасывая не менее 2 минут. Для естественной поддержки добавляйте в рацион квашеную капусту и натуральные ферментированные продукты. Они стимулируют выработку собственных ферментов. Важно, не запивайте B12 кофе или чаем, и если чувствуете слабость или онемение в пальцах, это может быть сигналом дефицита. Кальций после 50 нужен, но не в тех дозах, о которых говорят в рекламе. 1000-1200 мг в сутки – это общая потребность с учетом пищи. Из добавок достаточно 500 мг вечером после еды. Лучшие формы – цитрат или малат кальция. Народный способ усилить усвоение – порошок из скорлупы перепелиных яиц. Тщательно промытую и прокаленную скорлупу измельчить в пудру. Принимать по 1/4 чайной ложки с несколькими каплями лимонного сока 1 раз в день курсом 30 дней. И обязательно сочетать с умеренной физической нагрузкой. Без движения кальций не встраивается в кость. И вот то, о чем почти не говорят – магний. После 50 он нужен сердцу, сосудам и нервной системе. Принимать лучше вечером – 300-400 мг в форме цитрата или глицината за 1-2 часа до сна. Он улучшает сон и помогает усвоению витамина D. Народное дополнение – теплый настой мелиссы. 1 столовая ложка сухой травы на 200 мл кипятка. Настоять 15 минут, пить вечером. Дальше я расскажу о витамине С, омега-3 и упражнениях, без которых витамины не работают. И если вы хотите сохранить здоровье после 50, подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Теперь о витамине С. После 50 это уже не просто поддержка иммунитета, а защита сосудов и кожи от ускоренного старения. Но принимать его нужно правильно. Разовая доза не более 500 мг, потому что избыток не усваивается. Лучше разделить 500-1000 мг на 2 приема – утром и днем после еды. Форма – аскорбат натрия или кальция, они мягче для желудка. Народное усиление – настой шиповника, 1 столовая ложка измельченных плодов на 300 мл горячей воды, настаивать в термосе 6-8 часов, пить по 100 мл 2 раза в день курсом 3 недели. И помните, витамин С усиливает усвоение железа, об этом дальше. Железо после 50 требуется не всем, но его дефицит встречается чаще, особенно у женщин. Принимать без анализа нельзя. Если есть подтвержденный дефицит, оптимальная дозировка 14-30 мг в сутки, утром натощак, запивая водой с лимонным соком. Не сочетать с кальцием, кофе и молочными продуктами.
Народное дополнение — смесь из гречки, меда и грецких орехов в равных пропорциях, по 1 столовой ложке утром. Но важно, железо — это курс 6-8 недель под контролем анализа, иначе возможен избыток. Витамин С при этом усиливает его всасывание почти вдвое. Омега-3 — это не витамин, но после 50 она становится стратегически важной. Она снижает воспаление, поддерживает мозг и сердце. Оптимальная дозировка — 1000-2000 мг EPA плюс DHA в сутки во время еды с жирами. Курс минимум 3 месяца. Народная альтернатива — льняное масло по 1 чайной ложке утром натощак, но только свежего холодного отжима, и хранить в холодильнике. Важно! Если вы принимаете препараты для разжижения крови, консультация врача обязательна. Омега-3 лучше принимать в первой половине дня. Цинк после 50 необходим для иммунитета, кожи и гормонального баланса. Дозировка 15-25 мг в сутки после еды, курсом 1-2 месяца. Не сочетать одновременно с кальцием и железом, они конкурируют за всасывание. Народное дополнение – тыквенные семечки, 30 грамм в день. Но есть важный момент. При приеме цинка дольше 2 месяцев нужно добавлять медь, 1-2 мг, чтобы не вызвать дефицит. Это тот нюанс, о котором редко говорят, а он критически важен для баланса. И теперь ключ к 100% усвоению – движение. Без физической активности витамины работают лишь частично. Ежедневно необходимо 20-30 минут быстрой ходьбы или упражнения «насос». Стоя, ноги на ширине плеч, мягкие пружинящие движения пятками, как при ходьбе с пятки на носок, 1-2 минуты для стимуляции кровообращения. Второе упражнение – легкие приседания у стены, 10-15 повторений по 2 подхода. Движение усиливает кровоток, доставляя питательные вещества к клеткам. Дальше я раскрою скрытые ошибки приема витаминов и главный принцип сочетания, который меняет все. Теперь о самой распространенной ошибке после 50. Одновременный прием всех витаминов горстью. Так делать нельзя. Жирорастворимые витамины А, Д, Е, К принимаются вместе с пищей, содержащей жиры. Водорастворимые, группа В, С, отдельно, лучше утром или днем. Минералы конкурируют друг с другом. Кальций не вместе с железом, цинк не вместе с магнием. Я рекомендую выстроить схему. Утро – В12 и витамин С, день – омега-3 и витамин D с К2. Вечер – магний. Такой режим снижает нагрузку на желудок и увеличивает усвоение почти вдвое. После 50 важно помнить о витамине Е. Это защита сосудов и кожи, антиоксидант, который работает в паре с омега-3. Оптимальная дозировка – 100-200 МЕ в сутки во время еды. Лучше выбирать натуральную форму – D-альфа-токоферол. Народное усиление – горсть миндаля или семечек подсолнуха 3-4 раза в неделю. Но превышать дозировку нельзя. Избыток может влиять на свертываемость крови. Принимать курсом 1-2 месяца, затем перерыв. Не забываем о витамине А, но с осторожностью. После 50 он нужен для зрения и слизистых, однако избыток токсичен. Без анализа и назначения не более 700-900 микрограммов в сутки. Лучше получать его из пищи – морковь, тыква, печень трески. Народный способ усилить усвоение – салат из тертой моркови с 1 чайной ложкой оливкового масла. Бета-каротин безопаснее ретинола, особенно для длительного применения. И никогда не сочетайте высокие дозы витамина А с алкоголем – это нагрузка на печень. Йод и селен – пара, о которой редко вспоминают. После 50 щитовидная железа работает иначе. Йод 100-150 микрограмм в сутки, если нет противопоказаний. Селен 50-100 микрограмм. Народное дополнение – морская капуста 1-2 раза в неделю и 2 бразильских ореха в день. Но если есть заболевание щитовидной железы, только после консультации специалиста. Эти микроэлементы влияют на энергию и обмен веществ, и их баланс крайне важен. И вот главный секрет 100% усвоения.
Здоровье желудка и печени. Если пищеварение нарушено, витамины не работают. Простая поддержка. Стакан теплой воды с 1 чайной ложкой яблочного уксуса утром за 10 минут до еды, курсом 2 недели. Травяной настой для печени, расторопша. 1 чайная ложка семян на 200 мл кипятка, настоять 20 минут, пить 1 раз в день. Улучшая ферментативную активность, вы повышаете эффективность всех добавок. Дальше я соберу для вас готовую схему на неделю и расскажу, как не переплачивать за витамины и выбрать действительно рабочие формы. Теперь я собираю для вас четкую недельную схему, чтобы не было путаницы. Понедельник-пятница, утром натощак, B12 под язык и стакан теплой воды. Через 20 минут завтрак с витамином D3 плюс К2 и омега-3. Днем после еды витамин С. Вечером после ужина магний. Кальций через день, отдельно от магния. Лучше во второй половине дня. Суббота – перерыв от минералов. Остаются только омега-3 и витамин D. Воскресенье – отдых для организма. Такая цикличность снижает нагрузку на почки и улучшает усвоение. Питание – это фундамент. После 50 белок обязателен – 1,2 грамма на килограмм веса в сутки. Без аминокислот витамины не работают полноценно. В рационе должны быть рыба 2-3 раза в неделю, яйца, бобовые, зелень. Утром сложные углеводы, днем белок и овощи, вечером легкий ужин. Исключить одновременный прием витаминов с алкоголем и крепким кофе. Вода не менее 30 мл на килограмм веса. Именно гидратация обеспечивает транспорт витаминов к клеткам. Физическая активация – обязательное условие. Упражнение «Планка у стены». Встаньте лицом к стене, упор ладонями, тело под углом, удерживайте 30-60 секунд, 3 подхода. Это улучшает кровоток и гормональный отклик. Дыхательная техника. Медленный вдох на 4 счета, пауза 2 секунды, выдох на 6 счетов. 5 минут ежедневно. Кровообращение усиливается, и питательные вещества быстрее доходят до тканей. После 50 движение – это катализатор усвоения. Теперь о качестве добавок. Выбирайте формы с высокой биодоступностью. Цитраты, глицинаты, метилкобаламин, триглицеридная форма омега-3. Избегайте мегадоз без показаний. Читайте состав, минимум искусственных красителей и наполнителей. И главное, раз в год сдавайте базовые анализы. Витамин D, B12, ферритин, магний. Контроль – это зрелый подход к здоровью. Не количество витаминов делает вас сильнее, а грамотная система. После 50 здоровье – это не случайность, а дисциплина и понимание процессов. Я рассказала, как нужно выстраивать прием витаминов, питание и движение, чтобы добиться максимального усвоения и реального результата. Если эта информация была для вас ценной, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, какие витамины вы принимаете, и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые практические выпуски. Поделитесь этим видео с теми, кому важно сохранить здоровье и энергию после 50. Благодарю вас за доверие и внимание. До новых встреч!